Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Закончился май месяц, и пора уже показать вам результаты работ за месяц. Что раскрасила, что не успела. В общем, давайте смотреть. Было не так уж много, но я старалась. Первое, что покажу, начну с маленькой. Такой вот машетовской раскрасочки. Здесь баловала, сидела просто фломастерами. Вот такая. Так, почему-то не на обратную сторону кошка. Вот, была такая кошка. Следующая. Дальше собачка. Потом фломастеры разнообразные, браши, фломастеры, все подряд. Вот такой вот, не знаю, фламинго, наверное. Фламинго был. Что-то еще было. Красила. Вот такая вот, не знаю, показывала мне туточка, как-то неудачная получилась, но никуда не денешься. Вот такие вот были. Суслика показывала, наверное, с пингвином. Остальное, наверное, все показывала уже. Дальше с Милой мы раскрашивали, делали челлендж цветы. И я красила вот такой вот разворот. Цветочный год. Здесь просто акварель. Здесь только акварель, больше ничего, по-моему, не использовала. Все подряд. Белые ночи, Фрида немножко, что-то еще, по-моему. В общем, все подряд здесь намешано. Такая была. И, по-моему, еще был вот такой вот еще цветочек. Здесь тоже акварель. Вот такая вот красота. Дальше был Дисней. Это у нас 5-й том. Да, здесь у меня был тоже здесь фломастер, по-моему, здесь кариока. Вот такой вот кот. Полосят. Но я, как уже говорила, не заморачиваюсь на эту тему. Сильно не переживаю. Поэтому нормально все. Так, да, все. Дальше. Следующее это был 2-й том. Здесь обманки. Такие иллюстрации. Своего рода обманки. Когда смотришь линии, да, кажется один рисунок, на самом деле получается другой. По мере раскрашивания. Такое вот храброе сердце. У меня была девочка. Что ж такое сегодня? Не мой день. Вот, допустим, здесь, кстати, один в один. Хотя нарисована были, другая совсем иллюстрация. Ну, допустим, рядом вот мальчик, да, 95-я страничка, и вот, видите, по обманке совсем другое. И еще одна была, такая вот единорожка радужная. Тоже ее красила. Здесь тоже все подряд. Фломастеры. По-моему, больше ничего. Если не ошибаюсь. Да, больше я здесь ничего в этом месяце не раскрашивала. PDF. У меня есть сшитые раскраски, а есть просто в таком вот формате иллюстрации. И я их раскрашиваю. Но первое, что раскрасила, это на 9 мая вот такую вот девочку, казачку. Красила маркерами. Первый раз. Ее, я надеюсь, видно вам.
Красила маркерами. Ну и фон чуть-чуть там пастели оставалось, знаете, совсем-совсем чуть-чуть на это остатки, так сказать, чтобы был хотя бы какой-то фон. Закрашивала. Просто, ну вот просто докрасила, я как-то показывала, у меня очень-очень давно появилась эта иллюстрация. Распечатывала, ну у меня вся раскраска, а были еще такие вот отдельные листы, я начинала, пробовала красить на акварельной бумаге, ну вот, решила ее доделать. Также тоже как-то уже однажды показывала, начинала вот, Кристин Кэрон иллюстрацию, тоже акварелью. Здесь обычная бумага, поэтому как-то немножко не задалось. Не стала много здесь елозить, потому что бумага обычная офисная, трудно акварелью красить, но я ее докрасила. И был еще один рисунок, если я сейчас до него как-то аккуратно нужно добраться. Еще один такой вот формате, в таком формате листочка. Вот такая вот девушка, не знаю, вампир, дракон, кто это. Здесь красила карандашами и фон акварель. Она раскрашена, у нее и волосы раскрашены, и кожа. Все, в общем-то, раскрашено, засвечивает. Ну, волос такого, что-то молочное. Здесь очень гладкая бумага, и карандаш плохо ложился. Почти никакие не хотели на нее ложиться. Легли вот Пабло и Лира. С горем пополам. Кожу я пыталась раскрасить детскими. Сейчас скажу, вылетело из головы. Господи, краёлы. Детские краёлы эти телесные все. И вот она такая получилась. Ну, как вышло, так вышло. Ну, на фоне акварели. Давайте сразу сюда вложу, чтобы был на месте. Дальше. Следующая иллюстрация это тоже Кристин Кэрон. Не помню, какая она по счету эта часть. И я здесь раскрасила вот такого вот викинг, девочка-тролль и дракончик. Здесь тоже акварель. На коже только карандаш. Боюсь я пока экспериментировать с оттенками кожи, поэтому все-таки она не зеленая у меня, не серая, не зеленая. Ну, все остальное акварель. На фоне тоже акварель сухая, это которая, ну, нравится мне эта раскраска, нравятся иллюстрации, как здесь получается. С удовольствием крашу. Вот. В этом месяце получилось раскрасить всего лишь одну здесь иллюстрацию. Пока что. Дальше. Средиземье. Следующая в этом месяце была иллюстрация. Если не ошибаюсь, это я уже немножко подзапуталась. Какую красим, какую нет. Ну, по-моему, вот это должна была быть в этом месяце. Но могу ошибаться. Надо считать, девчонки. Да, наверное, это вот такая вот получилась. Ну, здесь, как всегда, лира. Лира и немножко блестящие акварели на этих денежках. Золото, монетки и так далее. Вот такая получилась иллюстрация. Ну и следующая уже дальше по порядку будет. Дальше. Что мне? Батареи, наверное, садится мало. Дальше. Хрупкий мир. Кирби Розанос. Уже в последний момент закончила. Разворот. Акварельный. Такой вот у меня получился разворот с рыбками. Забыла опять, как они называются. Здесь акварель.
Не обманываю, не акварель здесь. Здесь, ну, вот преимущественно воду я пыталась сделать мелками. И все остальное это инктенсы, карандаши. Интенс. И что еще? Немножко блесток, чтобы, знаете, было интересно как-то. Не знаю, видно их, не видно сейчас, эти блесточки. В общем, вот такой получился разворот. Остальные не успела закончить, к сожалению. Как-то так не сложилось. Дальше земля мифов. Очень редко здесь крашу, хотя хотелось бы больше. Но здесь тоже сделала вот такой разворот с вот этими вот, не знаю, не помню, как правильно называются, чудики. Морские такие жители страшилки. Фон, акварель. Здесь карандаши. Тоже здесь акварельные карандаши. Все остальное карандаш. Здесь немножко и Монделузы, Кахинор, и Полихромос, и, в общем, чего только тут нет, поэтому вперемешку и лира. Такой вот получился у меня разворотик. Не знаю, хотелось поярче, но вот не получилось как-то ярким сделать. Дальше следующий тоже Керберазанос, Мироморфозы. Здесь чуть лучше обстоят дела. Я закончила наконец-то вот эту вот иллюстрацию с... Ой, хотела быстро сказать. С фламинго, с этими розовыми фламинго. Здесь карандаши и немножко белые ручки. Здесь карандаши, в основном это полихромосы, но я как-то не наслаивала, не заморачивалась. В общем, мне захотелось вот именно так раскрасить. Вот. Я это начинала. И второй был уже разворот. Вот такой, с таким вот драконом. Здесь тоже полихромосы, преимущество чуть-чуть совсем мэджика коричневый. На фоне гуашь синяя, потому что здесь все протекает. Поэтому на фоне пыталась сделать гуашь штучки. Вот немножко гуашь еще тоже белый, потому что запачкались синим. В общем, вот такой получился, на этот дракон яркий получился у меня здесь. Вот. Ну и уже следующий решила, что буду доделывать эти развороты. Дальше Ханна Карлсон, лесные сказки, если не ошибаюсь правильно. Ну, в общем, не важно. И здесь получилось, успела только раскрасить вот такое вот дерево с жучками. И здесь акварель. Здесь акварель, немного мэджика. В общем, получилась вот такая вот работа. Вторую рядом начала, видите, и не закончила. Как-то здесь тоже не судьба закончить. Буду заканчивать в этом месяце, постараюсь, по крайней мере. Дальше школа магия мне дарила Ира раскрасочку по Гарри Поттеру. Очень мне нравится. Здесь фломастеры. Я раскрасила эту буклю. Такая дыхалочка, да, фломастерами. И, наверное, не знаю, Гермиона. Тоже фломастерами. На звездочках чуть-чуть блесток добавила. Такая вот получилась. Дальше магия черного, роскошь цветов. Здесь мы тоже смело красили. Ну, я красила, мы красили по челленджу цветочному. И здесь я тоже одну, по-моему, работу сделала.
побыстро найти ее. Вот когда надо, ничего быстро. Вот она. Вот такая вот. Гвоздички. Красила гелевыми ручками. Мария Тролли. Час заката. Здесь тоже я красила цветы по цветочному челленджу с Милой. Ну, такие у меня получились тюльпанчики здесь с пчелками. Ну, такая простенькая получилась работа. Ничего примечательного. По-моему, больше я здесь ничего не успела сделать. Только эту работу, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Но, по-моему, больше ничего. Да, больше ничего. Ну, не знаю, вот кота я уже показывала. Соседнюю так и не доделала. Тоже буду доделывать. Надеюсь, в этом месяце все закончу. Очень много не успела доделать, как не торопилась. Хотелось много доделать. Вот такая вот, я ее называю сборник по номерам. Раскрасочка. Очень мне понравилась. Прям, знаете, так хорошо зашла. С удовольствием крашу по номерам. И здесь красила штабила. Вот такая вот витражная картиночка получилась с подснежниками. И вот такая, тоже такой витраж своего рода. Пчелка, не знаю, божьи коровки, в общем, все вместе. Понравилось мне здесь красить. С удовольствием здесь раскрашиваю. Еще раскрасила вот такую вот иллюстрацию. Ну, не знаю, феечка, наверное, получилась. И да, вот еще одна была, ну, знаменитая иллюстрация. Всем девушка с жемчужной сережкой. Такая вот красота получилась. Дальше. Слушайте, неплохо получилось. Я думала, будет совсем мало. Цветы тоже ошибка. Здесь тоже было настроение, и я красила такие вот подсолнухи. Раскрашивала. Тоже фломастерами. Орхидеи. Их раскрашивала. Ну, здесь в перемешку. Уже заканчивается фломастер. Тоже совсем уж сильно полосил. Но, как я сказала, для меня это не проблема. Вот такая орхидея. Дальше. Здесь, не знаю, цветочек в руках у девушки. Очевидно. Был с бабочкой. Здесь раскрашивала вот именно эту, допустим, штабила. Как оказалось, на удивление, они именно в этой раскраске не протекли. Вообще парадокс, конечно, но это хорошо. Так что можете попробовать. Я в прошлый раз говорила, что они протекают. Ну и как вы видите, в таких раскрасках они везде протекают на обратную сторону. Но здесь вроде как, ну, есть где-то незначительно, но в целом можно красить. По крайней мере, в старых вот этих вот раскрасках бумага поплотнее, в новых сейчас очень тонкая. Хотя я еще не пробовала, может быть и там выдержит. Дальше вот такие вот, не знаю, ваза, горшок с цветами. Здесь, я так понимаю, тюльпаны и верба и что-то еще. Вот такие вот цветочки были. Потом дальше вот такие вазочки были, цветочки. И на челлендж с Милой красила вот эти тоже рыжие цветочки. Такая вот прелесть. Потом, ну, как я уже говорила, разогналась, красила дальше вот такую вот. Здесь мои любимые нарцизы. Ну и, наверное, пожалуй,
за этот месяц все по цветам. Столько было цветочков. Дальше опять же с Милой красили челленджи. Ну, Creative Heaven по номерам. Не буду коверкать название. Все, думаю, знают и так его. Вот такая была фломастерная тоже иллюстрация. И еще цветы. По-моему, это уже все. Последнее в этом месяце. Творческий рай. Здесь акварель. Ну, мне нравится здесь акварель. Простенько красить. И я ничего плохого в этом не вижу. Даже если по-простому красить. Была вот такая вазочка с цветами. Я здесь пыталась. И вот, ну, совсем-совсем чуть-чуть вблизи. Уж не знаю, как на камеру. Я здесь пыталась сделать кракелюр. Но у меня почему-то, не знаю. Наверное, руки у меня не оттуда или что. Как не пробовала, и так, и сяк, и по-разному. Не хочет получаться он. В общем, не срослось у меня, поэтому... Многие нас скажут, почему черная, да? Ну, вот так получилось. Вот такая ваза. Такие цветочки, простенько, акварелью. Дальше было еще вот такая вот была иллюстрация. Я просто не помню, какая. Где-то в начале месяца, где-то в конце. И получилось, вот видите, как тут начала и не доделала. Было несколько их, поэтому сейчас буду показывать, как есть. Вот такие вот гвоздики тоже красила на челлендж, ну и заодно и как 9 мая. В общем, все сразу приуроченные были. Ну и, наверное, пожалуй, все. Вот такие были иллюстрации в этом месяце. Не скажу, что очень много, но и немало раскрашенном. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем хорошего настроения. Впереди у нас целое лето. Всем вдохновения, настроения. Кто едет в отпуск, хорошо отдохнуть. Ну а с вами встретимся уже в следующем видео. Пока-пока.